Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я продолжаю серию видео по приготовлению необыкновенно вкусных, быстрых и бюджетных десертов, которые готовятся без выпечки, но по вкусу ничем не уступают дорогим тортам. Сегодня готовлю зимнюю классику яблоко-корица, десерт, который поражает своей простотой в приготовлении и в то же время получается необыкновенно вкусным, сочным. Нравится как взрослым, так и детям. Съедается такой десерт молниеносно, по-другому сказать не могу. Готовить буду его из самых простых и доступных продуктов. И не буду применять в моем приготовлении ни единой капли жира, масла и никаких яиц. Итак, сначала приготовим яблоки. Для этого десерта мне понадобится 2 крупных яблока кислых сортов. Очищаю яблоки и нарезаю мелким кубиком. Яблок общее количество уже очищенных и нарезанных на кубики яблок должно быть не менее 400 грамм, то есть 400-450 грамм яблок. Нарезаю таким образом. Выжимаю сейчас уже на порезанные яблоки сок от половины одного лимона. Делаю я это намеренно, потому что все равно кислоты моих яблок здесь не хватает в этом десерте, чтобы не был он пресным. Вот это важно. Если у вас яблоки очень кислые, можете оставить так, без лимона. 8 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахара туда засыпаю, 250 миллилитров яблочного сока. Сок у меня покупной, он без сахара, но он такой сладковатый все равно этот сок. Добавляю сначала 1 ложку корицы, и потом еще одну добавлю, чтобы она у меня не пошла одним комком. Просто чтобы она лучше размешалась. И здесь по вкусу можете 2-ю ложку уже не добавлять. Я добавляю. Сок здесь обязательно нужно брать без мякоти. Еще 250 миллилитров яблочного сока, 50 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваю. Отправляю на плиту и довожу до кипения. Когда они закипели, я их провариваю примерно около 5 минут на полном огне. Дольше варить нельзя, иначе они превратятся у нас в кашу. Сейчас сокращаю до умеренного огонь, выливаю туда всю крахмальную смесь и варю это все до закипания. Когда пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд на умеренном огне при непрерывном помешивании. Смесь у нас загустеет и станет прозрачной и красивой. Вот так это и должно быть. Когда хорошие уже пузыри, такие активные очень пойдут, и когда загустела смесь, стала прозрачной, снимаем все это с огня. 150 миллилитров сока яблочного, опять этого же прозрачного, беру для пропитки печенье савоярди. Примерно 15-18 штук печенья здесь потребуется. Недавно у меня вышло видео, как дома можно очень легко и просто приготовить печенье савоярди. У меня в данном случае покупное печенье, но вы можете сами испечь. Размер формы 27 на 18 сантиметров. Это просто раздвижная кондитерская рамка. Здесь можете использовать любую форму, даже круглую. Как только выложили все печенье, сразу же выливаем всю яблочную смесь. Ничего ждать нельзя. Когда вышел пар, чуть-чуть подостыло, ставим в холодильник на 20 минут примерно. Можно на полчаса убрать. 50 грамм сахара, 40 грамм кукурузного крахмала. Все это я просто перемешиваю и отставлю пока в сторону. 500 миллилитров молока холодного здесь у меня. Часть от этого молока я вливаю просто для того, чтобы у меня разошелся сахар с крахмалом.
Вливаю обратно все это в молоко. Добавляю также 1 чайную ложку корицы к молоку и 1 пакетик ванильного сахара. Иду сейчас все это уваривать. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании довожу всю эту смесь до кипения. Когда пошли первые пузыри, я провариваю еще примерно 30 секунд, чтобы смесь загустела. К тому времени яблочный слой уже должен очень хорошо схватиться и застыть у нас. Вот это важно. Можно уже снимать с огня. Как видите, ни масла, никаких жиров я здесь не использую, как я и обещала в начале видео. Если вы новичок, лучше здесь выливать всю эту массу через силиконовую лопатку. Сначала льем на лопатку, либо же на шумовку, как вам удобнее, чтобы аккуратно очень распределялась масса, если у вас нет такого хорошего опыта. Минимум на 2 часа убираем в холодильник. У меня прошло примерно 2 часа. Слой уже очень хорошо схватился, и средний, и верхний. Аккуратно снимаю рамки. И теперь уже можно нарезать на порционные кусочки. Вот так вот я линейкой делаю разметку. То есть я это разделила на 15 порций. Украшаю здесь веточками розмарина. Также украшаю зернами граната и кокосовой стружкой. У меня получилось 15 порций. Смотрится очень красиво. Вы можете шоколадом также это украсить, чем вам нравится. Можете просто кокосовой стружкой покрыть. Можете кусочками яблока также проваренного, какого-то карамелизированного это украсить. Все на ваше усмотрение. Десерт вкуснейший. Съедается молниеносно. Вместо печенья савоярди можете здесь использовать любое печенье. Либо же бисквит испечь. Тоненький, маленький. Именно на эту форму. Как испечь такой бисквит, я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.